Всем привет! Вы на канале Василяк Ниц. Вяжем крючком. Сегодня свяжем берет всего из одного мотка. Узор здесь простой, но смотрится очень красиво. Связать можно будет на любой размер. Для начала мы вяжем резинку на обхват вашей головы, а затем уже по кругу вяжем данный узор и формируем красивую ровную макушку. Берет я вязала на размер 55-57. В диаметре берет 26 сантиметров и в глубину 20 сантиметров. Для вязания нам понадобится один моток пряжи Alize Lana Gold Classic. Здесь у нас 51% акрил, 49% шерсти. В 100 граммах 240 метров. Цвет данной пряжи 21. У меня на берет ушло меньше одного мотка, вот осталось немного еще даже пряжи. Также понадобится крючок номер 5, обязательно маркеры и пластиковая игла с большим ушком для того, чтобы стянуть макушку. Нити обычно вытягивают с центра мотка, иногда выходит вот такой вот пучок, но потом намного удобнее отсюда вытягивать и вязать. Сейчас будем набирать воздушные петли. Делаем петлю, заводим крючок, провязали. Это первая воздушная петля. Далее вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Если вы хотите резинку пошире, то можете набрать больше воздушных петель. Далее первый ряд мы провязываем, он будет изнаночный. Вяжем соединительные столбики с накидом. Делаем накид. Вводим во вторую петлю от крючка. Первая во вторую. Вытянули и провязываем через 2 петли на крючке. Слегка крючок поверните и провязали. Крайнюю петлю отметьте маркером, чтобы в следующем ряду ее не потерять. Далее снова накид. Вводим в следующую. Протянули через 2 петли. Накид. И так провязываем до конца. У нас будет 7 соединительных столбиков с накидом. Провязываю последнюю, 7 соединительный столбик с накидом. Можно потянуть за кончик нити и вот здесь вот затянуть петлю. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю. Перевернули. Все последующие ряды вяжем, захватывая только заднюю стенку петли. Второй ряд будет у нас лицевой. Мы провязываем только соединительные столбики. Также вводим крючок во вторую петлю от крючка за заднюю стенку и провязываем соединительный столбик. Крайние петли можете отмечать маркером. Снова в следующую за заднюю стенку. Второй соединительный столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. И провязываем 7, самый последний, захватывая обе стенки петли. Когда вяжете соединительные столбики, старайтесь их вязать более свободно, сильно их не стягивайте. В конце всегда делаем одну воздушную петлю, перевернули, вяжем изнаночный ряд, соединительные столбики с накидом. Делаем накид во вторую петлю от крючка за заднюю стенку. Провязываем соединительный столбик с накидом. Снова накид. Провязываем до конца. Последнюю петлю провязываем, захватывая обе стенки петли.
Снова в конце делаем одну воздушную петлю, перевернули, вяжем лицевой ряд, снова соединительные столбики. Крючок заводим во вторую петлю от крючка, соединительный столбик, крайние петельки можете отмечать маркером. Провязываю последнюю 7-ю петлю за обе стенки петли. Если не отмечать маркером крайние петли, то можно ее не заметить. Особенно часто пропускают ее новички, и тогда полотно начинает сужаться. Заводим за обе стенки петли и провязываем соединительный столбик. В ряду у нас всегда по 7 петель. Их можно вот пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее ряды повторяются. Всегда в конце делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем. Следующий ряд у нас идет изнаночные соединительные столбики с накидом, а лицевой ряд вяжем только соединительные столбики. Я провязала резинку. Ряд у меня закончился с соединительными столбиками. Вот это у нас лицевая сторона. Здесь косички более объемные, а это изнаночная сторона. В длину она получилась у меня 40 сантиметров, а в растянутом виде она должна равняться обхвату вашей головы. Данная резинка очень эластичная. Складываем резинку лицевой стороной вовнутрь. Вот у нас изнаночная сторона. Здесь у меня петля. Заводим крючок вот здесь вот под крайнюю петлю и вытягиваем петельку. Далее будем захватывать. С этой стороны у нас идут такие вот косички. Будем заводить крючок под каждую косичку. И здесь также под каждую петлю. С этой стороны у нас 7 петель и с этой стороны. Делаем здесь одну воздушную петлю. Далее смотрим, находим следующую косичку. Заводим под обе стеночки петли. Здесь находим следующую петлю и провязываем соединительный столбик. Далее снова здесь под косичку. И провязываем последний соединительный столбик. Вот она крайняя петля, 7-я с этой стороны, и здесь в крайнюю петлю. Вот таким образом мы сделали соединение. Далее делаем одну воздушную петлю и вязание переворачиваем. Теперь будем вязать первый ряд. В первом ряду будем делать прибавки. Крючок будем вводить в каждую петлю ряда. Вот у нас идет косичка такая из пышных столбиков. Сюда будем вводить крючок сверху. Затем идет вогнутый такой ряд. И здесь сверху будем вводить крючок. Находим первую петлю и провязываем соединительный столбик. Вот эту петлю отметьте маркером. Далее в следующую петлю провязываем полустолбик с накидом. Делаем накид, вытягиваем, 3 петли на крючке провязываем вместе. В следующую петлю делаем прибавку. Сюда провязываем соединительный столбик и сюда же полустолбик с накидом. Следующую соединительный столбик. Далее полустолбик с накидом. И снова прибавка. Прибавка у нас идет, получается, через 2 петли. Провязываем соединительный столбик. Старайтесь соединительные столбики вязать более свободно.
И сюда же провязываем полустолбик с накидом. Снова соединительный столбик, полустолбик с накидом и в следующую прибавку соединительный и полустолбик с накидом в эту же петлю. Таким образом провязываем до конца ряда. Через каждые 2 петли делаем прибавку. Первый ряд должен закончиться полустолбиком с накидом. Если вы провязали до конца и вот здесь получился соединительный столбик, то провяжите сюда еще полустолбик с накидом. Далее, где у нас маркер установлен, сюда делаем соединение. Заводим крючок под обе стенки петли и провязываем соединительный столбик. Далее делаем одну воздушную петлю и переворачиваем. Во втором ряду никаких прибавок уже делать не будем. Где у нас идут соединительные столбики, над ними провязываем соединительные столбики. Вот идут вот такие вот наклонные петельки. Это мы провязывали полустолбики с накидом. Над ним также мы провязываем полустолбик с накидом. Крючок будем заводить всегда под обе стенки петли. Вот находим соединительный столбик у нас вот здесь вот. Получается, если считать от крючка, первую во вторую петлю, заводим под обе стенки петли и провязываем соединительный столбик. Крайнюю петлю отметьте маркером. Далее у нас идет полустолбик с накидом. Делаем накид. Вот у нас идет наклонная петля такая. Сверху смотрим, заводим под обе стенки петли и провязываем 3 петли на крючке вместе. Далее снова соединительный в следующую петлю, полустолбик с накидом, соединительную. Как я говорила, соединительные столбики старайтесь вязать более свободно, сильно их не затягивайте. Вот таким образом, чередуя, провязываем второй ряд до конца. Также он должен закончиться полустолбиком с накидом. Второй ряд и все последующие ряды заканчиваются полустолбиком с накидом. Делаем соединение. Провязываем соединительную петлю, провязываем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем третий ряд. Также он начинается у нас с соединительного столбика. Во вторую петлю от крючка провязываем за обе стенки петли соединительный столбик. Также отмечаем маркером. Снова провязываем следующий полустолбик с накидом. Видите, здесь наклонная петля у нас за обе стеночки. Здесь провязываем полустолбик с накидом. Снова соединительный столбик, полустолбик с накидом. Вот таким образом провязываем последующие ряды. Ряд начинается всегда с соединительного столбика и заканчивается полустолбиком с накидом. Делаем соединение, 1 воздушная петля и вязание всегда переворачиваем. Таким образом провязываем последующие ряды. Я сейчас провяжу и скажу, сколько у меня получилось и какая длина. Вот такой у меня получается уже берет. Я провязала всего 13 рядов, начиная от резинки.
И здесь у нас приблизительно до резинки где-то 8,5 сантиметров. И теперь следующий ряд мы уже будем вязать с убавками, поэтому нам обязательно нужны будут маркеры. Соединила 13 ряд, петлю я закрепила маркером. Теперь переворачиваем и будем делить наш ряд на клинья. Раппорт узора у нас 2 петли. Это вот первая петля соединительный столбик, вторая полустолбик с накидом. Вот таких вот пар у меня 45. Делим на 6. Нам необходимо сделать 6 клиньев. У меня остается в остатке 3 пары. Я их раскидываю на 3 клина. Получается, 3 клина у меня будет по 7 раппортов и 3 клина по 8 раппортов. Вот у меня идет петля. Первую пару я пропущу, начну отмечать со следующей. Вот смотрите, где у нас идет удлиненная петля. Здесь мы провязываем полустолбик с накидом. Вот где я отметила маркером, здесь у нас соединительный столбик. Вот она первая пара. Начинаем отсчитывать от места, где мы установили маркер. Вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая пара. Здесь следующую я опять устанавливаю маркер. Как я говорила, у меня будет идти 7 пар, потом 8 пар. Я буду их чередовать. Далее отсчитываем снова от маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующую устанавливаю маркер. Теперь снова 7 пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отсчитали 7. Следующую устанавливаю маркер. Далее снова 8. Таким образом прохожусь до конца. Итак, я разделила берет на 6 клиньев. Получается, у меня в первом клине идет 7 пар петель. Далее 8, 7, 8, 7 и 8. Теперь я буду делать убавки там, где у меня идет по 8 пар. Для того, чтобы во всех клиньях у нас было одинаковое количество петель. А уже в последующих рядах мы будем делать убавки в каждом клинышке. Делаем одну воздушную петлю и, как обычно, переворачиваем. Провязываем во вторую петлю от крючка, первая во вторую. Провязываем соединительный столбик, отмечаем. Далее провязываем полустолбик с накидом. Далее у меня идет вот первый клин. Здесь у меня 7 раппортов. Убавку я здесь делать не буду. Поэтому далее провязываем как обычно. Соединительный столбик. Полустолбик с накидом. Довязываем до следующего маркера. Итак, я довязала до следующего клина. Теперь здесь мы делаем убавку. Мы не провязываем просто 2 петли. Вот у нас где маркер и следующую. Пропустили 2 петли. Следующую заводим, провязываем соединительный полустолбик с накидом. Довязываем до следующего маркера. Следующий третий клин. Здесь я снова не делаю убавки. Провязываю просто дальше. Четвертый клин. Здесь я снова делаю убавку. Пропускаю 2 петли, просто их не провязываю и вяжу дальше. И так далее.
В пятом я снова не делаю и делаю в шестом клинышке. Снова делаю убавку. Таким образом я делаю убавку только в 3 местах. У вас может быть другое количество убавок в зависимости от того, сколько у вас осталось лишних петель. Допустим, у вас может быть в одном клине убавка, в 2 или в 3. А затем уже сравняется количество петель во всех клиньях и будем делать во всех клиньях убавки. Делаем соединение. Воздушная петля, перевернули. И далее 15 ряд без убавок по узору. Во вторую петлю от крючка соединительный столбик, отмечаем, полустолбик с накидом, вот я провязала ряд без убавок, делаем соединение, воздушная петля, перевернули. И теперь в следующем ряду я буду делать убавки в каждом клине. Получается, будем делать 6 убавок. Так, вяжем со второй петли от крючка, первую во вторую, соединительную, отмечаем, полустолбик. Итак, нам необходимо переместить все маркеры и также пересчитайте, чтобы в каждом клине у вас было одинаковое количество петель. Вот я отметила петлю. Здесь мы провязываем соединительный столбик, далее полустолбик с накидом. Вот она наша пара. Отсчитывайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня в данном случае сейчас будет везде по 7 пар. Таким образом везде перемещаем маркеры. Теперь в каждом клине мы делаем убавку. То есть мы, вот где у нас установлен маркер, не провязываем 2 петли. Первую, вторую пропускаем, в третью вводим соединительный столбик, полустолбик с накидом. Вяжем таким образом по узору до следующего маркера. Вот он, следующий маркер, начинается следующий второй клин, и мы также не провязываем 2 петли. Где у нас маркер и следующую. Соединительная петля, полустолбик с накидом. И все точно таким же образом довязываем до следующего, снова пропускаем 2 петли. Таким образом вяжем данный ряд до конца, делаем 6 убавок. Делаем соединение ряда. Воздушная петля, перевернули. И следующий ряд вяжем без убавок, вяжем по узору. Провязала я ряд без убавок. Далее будет ряд у нас с убавками. Вначале провязываем 2 петли, соединительная, отмечаем, полустолбик с накидом. Далее переставляем маркеры. Не забудьте пересчитать, чтобы у вас в каждом клине было одинаковое количество петель. Далее делаем убавку в каждом клине. Не провязываем 2 петли. Следующую соединительный,
полустолбик, вяжем по узору до следующего маркера. Здесь также пропускаем 2 петли, далее вяжем аналогично. Следующий ряд будет у нас снова без убавок, то есть мы каждый раз чередуем, провязываем ряд с убавками и ряд без убавок. В каждом ряду по 6 убавок идет. Не забываем, в конце всегда мы делаем одну воздушную петлю, и вязание мы всегда переворачиваем. Когда устанавливаете маркеры, пересчитывайте, чтобы в каждом клине было одинаковое количество петель. Итак, я довязала до конца. Последний ряд у меня без убавок. У вас должно остаться 6 раппортов. Либо если пересчитать по вот этим вот косичкам, их у вас должно быть 12. Итак, в конце ниточку обрезаем, оставляем для стягивания макушки, протягиваем через петлю и затягиваем. Далее продеваем нить в иглу. Итак, собираем макушку по изнаночной стороне. Узор у нас с двух сторон одинаковый, но вы обратите внимание на резинку, где у вас идет шов. Вот у меня идет шов, это изнаночная сторона будет. И теперь собираем петельки по краю. Вот идет косичка, захватывайте переднюю стеночку петли и собираем по кругу. Далее аккуратно стягиваем и еще раз проходим по кругу. Итак, у нас получилась вот такая вот красивая, аккуратная макушка. Берет наш готов. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. От мотка у меня еще осталось вот столько пряжи. Смотрите другие мои мастер-классы. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.